Последний папа. Пророчество исполнилось: во время крайнего гонения Святой Римской Церкви будет сидеть Петр Римлянин, который будет пасти стадо среди великих скорбей. После чего город Семи холмов будет разрушен, и страшный судья будет судить народ. Пророчество святого Малахии, XII век. Смерть папы Франциска, объявленная 24 апреля 2025 года, стала для миллионов верующих потрясением. Но для тех, кто знал древние пророчества, это событие не было неожиданным. Наоборот, оно стало последним подтверждением страшной тайны, скрываемой веками. В XII веке святой Малахия, архиепископ Армы, увидел в своем мистическом видении всех пап, которые будут править до самого конца времен. Он оставил список из 112 загадочных девизов, каждый из которых описывал конкретного папу. И последний в этом списке, Петр Римлянин, должен был стать свидетелем разрушения духовной власти Рима и начала Великого Суда. Многие исследователи долго спорили, кто станет этим последним папой. Ответ оказался страшно прост – папа Франциск. Хотя его официальное имя не содержало слова «Петр», его судьба, происхождение и обстоятельства понтификата идеально совпадали с пророчеством. Франциск родился в семье итальянских эмигрантов, прямых потомков Рима. Его понтификат проходил в эпоху глубочайшего кризиса веры, гонений на церковь, падения моральных устоев. И именно при нем церковь пережила массовый отток верующих и потерю духовного влияния. Его смерть стала не просто биологическим концом жизни старого понтифика. Это стало символическим знаком. Эра католической церкви, каким ее знало человечество, завершилась. Мир, стоявший на грани духовной катастрофы, получил последний сигнал. Пророчество исполнилось. И теперь начинается то, о чем веками предупреждали святые, пророки и провидцы. В первые часы после смерти папы Ватикан пытался сохранить спокойствие. Официальные заявления были короткими и осторожными. Понтифик скончался мирно, церковь молится за упокой его души. Но за кулисами началась паника. Высокопоставленные кардиналы знали, смерть Франциска – это не конец. Это только начало. Начало событий, которые могут изменить весь мир. Тайные документы, личные послания папы, древние пророчества, скрытые в архивах – все это должно было быть раскрыто. И когда первые записи стали просачиваться наружу, стало ясно. Человечество столкнулось с исполнением древней мистической программы, остановить которую уже невозможно. Когда новость о смерти папы Франциска облетела мир, тысячи камер были направлены на площади Святого Петра. Толпы верующих собирались для молитвы, кардиналы в черных сутанах спешили к апостольскому дворцу, а официальный Ватикан пытался сохранить видимость порядка. Но за этими фасадными картинами происходило нечто куда более тревожное. В первые часы после смерти понтифика его личные покои были опечатаны. В Ватикане существует древняя процедура. После смерти папы его личные вещи тщательно собираются, опечатываются, а затем передаются специальной комиссии для изучения. Но на этот раз все пошло иначе. По свидетельствам анонимных источников внутри Святого Престола, среди бумаг папы были обнаружены необычные документы, помеченные грифом «Кронфишера Ультима» – «Последнее признание». Эти тексты не были обычными личными заметками или письмами. Они были тщательно подготовлены самим Франциском в последние месяцы его жизни, когда он уже знал, что уход неизбежен. В них папа раскрывал то, о чем никогда не говорил публично. В одном из первых обнаруженных писем он писал: «Я был призван быть пастырем в последние дни. Я знал об этом с самого начала, но долго не решался признать. Теперь, когда мое время истекает, я оставляю истину, которую больше нельзя скрывать». Франциск подробно описывал свой внутренний кризис. Он осознавал, что церковь, которой он руководит, трещит по швам. Моральные скандалы, падение веры среди молодежи, коррупция на высших уровнях –
Все это он считал не просто следствием человеческой слабости, а исполнением древних пророчеств о конце духовной власти. В отдельной части Кронфишера Ультима папа указывал: святой Малахия был прав. «Я есть тот, кто должен был прийти перед разрушением. Моя смерть будет знаком для тех, кто видит, и для тех, кто отказывается видеть». Эти слова были настолько прямыми, что даже кардиналы, привыкшие к завуалированным формулировкам, пришли в ужас. В документах Франциск также упоминал о таинственном договоре, заключенном между церковью и мирскими властями сотни лет назад. Этот договор гарантировал церкви защиту и влияние в обмен на молчание и компромиссы. Срок действия этого соглашения подходил к концу именно в годы понтификата Франциска. Папа писал: «Когда договор исчерпает свою силу, церковь останется одна. Сила мирских престолов обернется против нее, и лишь немногие останутся верны истине». Кроме письменных свидетельств, среди бумаг папы были найдены аудиозаписи. На одной из них, сделанной незадолго до смерти, он говорил дрожащим голосом: «Я не боюсь умереть. Я боюсь, что те, кто должен был передать истину, снова ее продадут. Мир войдет в ночь, долгую и тяжелую. Но истина, как зарево за горизонтом. Ее нельзя навсегда скрыть». Расследователи, которые получили доступ к этим материалам, отмечали особую последовательность в действиях папы. Он передал копии документов доверенным лицам, чтобы их невозможно было полностью уничтожить. Он оставил инструкции для их публикации в случае своей неожиданной смерти. Он предусмотрел даже сопротивление со стороны высших чиновников Ватикана. И действительно, как только Кронфишера Ультима попала в руки комиссий, начались попытки замять скандал. Часть кардиналов призывала объявить документы подделкой, часть требовала полного молчания до завершения конклава. Но было поздно. Копии текстов уже начали утекать в прессу. Журналисты, религиозные аналитики, независимые исследователи — все сразу поняли масштаб происходящего. Кронфишера Ультима подтверждала самое страшное. Папа Франциск видел в своей смерти исполнение пророчеств. Он знал, что становится последним истинным папой перед духовным крушением католической церкви. Он осознавал, что после его ухода начнется цепь событий, которые невозможно будет остановить. Особенно пугающей была часть документов, посвященная знамениям конца. Франциск перечислил 7 признаков духовного падения, все из которых уже начали проявляться. Он предупредил о будущем расколе внутри церкви. Он предсказал рост новых форм лжеучений, которые будут прикрываться именем Христа. Но самым страшным была его последняя запись. Когда последний пастырь будет снят, стены Великого дома треснут от первой молнии. И те, кто называл себя слугами света, станут проводниками тьмы. Эти слова стали вирусными по всему миру за считанные часы после утечки. Они звучали как завещание, как проклятие и как пророчество одновременно. Мир стоял перед фактом. Папа Франциск ушел, оставив после себя не только скорбь, но и ужасающие знания. Эпоха, начавшаяся 2000 лет назад на камнях древнего Иерусалима, подходит к своему финалу. И теперь время великих испытаний начиналось. Среди всех тайн, всплывших после смерти папы Франциска, самой страшной оказалась та, о которой говорили веками, но в которую до последнего отказывались верить. Речь шла о пророчестве святого Малахии, одном из самых загадочных текстов христианской истории. В XII веке ирландский архиепископ Малахия, прибывший в Рим для паломничества, испытал мистическое видение. Перед его глазами прошли образы всех будущих пап, от его времени и до самого конца истории. Под вдохновением этого видения он записал короткие латинские девизы, описывающие каждого из них. Список насчитывал 112 пап. Каждый девиз был загадкой, не прямым именем, а характеристикой, связанной с происхождением, делами или символикой правления конкретного понтифика. И с течением веков все больше исследователей замечали: совпадения между девизами и судьбами пап были пугающе точными. Один папа,
названный «Из труда солнца», действительно родился и был похоронен в солнечные затмения. Другой, муж среди олив, происходил из монашеского ордена, символом которого была ветвь оливы. Девиз «Из середины луны» соответствовал папе, избранному в полнолуние. И, наконец, последняя запись. Самое страшное. Девиз, который не имел порядкового номера, а звучал как завещание «In persecutione extreme res» и «Sedibit Petrus Romanus». Во время крайнего гонения Святой Римской Церкви будет сидеть Петр Римский, который будет пасти стадо среди многих бедствий. После чего город Семи холмов будет разрушен, и страшный судья будет судить народ. На протяжении веков богословы спорили, кто станет этим Петром Римским. Неужели один из будущих пап возьмет имя Петра? Или речь идет о символической фигуре, о последнем пастыре в истории? Появление папы Франциска дало множество подсказок. Хорхе Мария Берголье, первый папа-иезуит, родом из Аргентины, но из семьи итальянских эмигрантов, чьи корни уходили в самый Рим. Его духовный путь всегда был связан с образом первохристианской церкви, с призывом к бедности и простоте, точно так же, как Петр, первый апостол. Франциск отказался от роскоши, поселился не в апостольском дворце, а в скромной гостинице Святой Марфы. Он носил простую сутану, ездил на обычной машине, проповедовал о скромности и смирении. Он стал пастырем среди великих бедствий, скандалов, кризисов, отступничества. Все признаки указывали, именно он, тот самый Петр Римский. Но самое страшное подтверждение пришло после его смерти. Город Семи холмов, символ Рима, переживает духовный упадок. Католическая церковь стремительно теряет влияние. Внутренние расколы и коррупционные скандалы разрушили доверие. Пророчество о разрушении духовного Рима начало сбываться на глазах. В древних толкованиях святого Малахии указывалось, что после смерти Петра Римского уже не будет традиционного преемника. Не будет новой главы, который продолжит путь апостольской традиции. Начнется хаос, раскол и духовная пустота. Именно это стало очевидным сразу после смерти Франциска. Кардиналы оказались разделены. Одни требовали выбрать нового папу как можно скорее. Другие настаивали на реформе структуры церкви, видя в этом единственный способ сохранить хоть что-то. Но большинство понимало, старого пути больше нет. Все, что связывало церковь с ее 2000-летней историей, закончилось вместе с жизнью папы Франциска. Древние хроники гласят, когда последний пастырь покинет престол, мир узнает, что время благодати окончено. И теперь, когда пророчество святого Малахии исполнилось, остается только один вопрос. Станет ли конец папства предвестием конца всего мира, как предупреждали святые? Или на руинах старого родится новая вера? Ответ еще впереди. Но знамения очевидны для всех, кто осмеливается видеть. Когда мир узнал о смерти папы Франциска, многие вспоминали лишь пророчество святого Малахии. Но на самом деле тревожных предупреждений было куда больше. И если собрать их вместе, картина становится еще более страшной. Пророчество Нострадамуса. Падение духовной власти Мишель де Нострадам, известный как Нострадамус, в своих «Центуриях» оставил множество загадочных катренов. Одним из самых известных стало предсказание о падении духовной власти в Риме. В одном из катренов он писал: «Великий пастырь оставит трон. 7 холмов упадут под тяжестью скорби. В тени новой силы старый храм будет разрушен, и верные заплачут над прахом предков». Аналитики долго спорили о смысле этих строк. Но теперь, после смерти Франциска, все стало пугающе ясным. Великий пастырь, папа, последний хранитель веры. 7 холмов — символ Рима, центра католической церкви. Тень новой силы, возможно, рост мирских движений, секуляризма и лжеучений. Разрушение старого храма, потеря духовной преемственности и власти. Эти строки словно ожили в реальности,
разворачиваясь перед глазами тех, кто умел читать знамения. Фатимские откровения. Белоодетый епископ и Великая скорбь. В 1917 году в Фатиме трое детей получили видение Девы Марии, известные как Фатимские пророчества. Третья тайна, долго скрываемая Ватиканом, была частично раскрыта лишь в 2000 году. В этом откровении говорилось о белоодетом епископе, который идет через разрушенный город, полным трупов, и сам падает замертво от руки солдат. Толкования были разные. Кто-то считал, что речь шла о покушении на Иоанна Павла II. Но после смерти Франциска, в контексте разрушения духовного Рима, смысл изменился. Белоодетый епископ, Папа Франциск, символический пастырь последнего времени. Разрушенный город — не физическое разрушение Рима, а духовное падение веры. Солдаты — силы нового мира, уничтожающие остатки традиционной религии. Все сошлось пугающе точно. Забытая хроника монаха из Тревиза. Последние времена меньше известное, но не менее страшное пророчество оставил безымянный монах из Тревиза в XIV веке. В своем послании он писал: «Когда у тронного пастыря ослабнут ноги и он откажется от престола духа, великие стены обрушатся. Новый пастырь не придет, ибо земля будет уже глуха к словам истины». Франциск действительно последние месяцы жизни передвигался в инвалидной коляске. Его физическая слабость стала символом духовного истощения церкви. И теперь, когда вопрос о преемственности встал ребром, стало понятно — пророчество сбылось. Современные знамения, мир отвергает истину параллельно с древними пророчествами, современные события давали дополнительные знаки. Стремительный рост атеизма, особенно в странах Европы и Северной Америки. Скандалы внутри церкви, разрушающие ее авторитет. Попытки изменить основы христианского учения в угоду политическим и социальным течениям. Разрушение традиционных моральных ценностей. Все эти процессы точно соответствовали 7 знамениям конца, о которых упоминал Папа Франциск в своих тайных записях. Мир вступал в ту самую ночь, о которой предупреждали веками. Почему все всплыло только сейчас? До смерти папы многое было скрыто. Ватикан оберегал репутацию, пытался избежать паники. Но смерть Франциска стала последним барьером. Тайные документы, пророчества, свидетельства — все начало просачиваться наружу. И каждый новый факт усиливал ощущение, что человечество прошло точку невозврата. Соединяя знаки, пророчества Малахии указывало на последнего папу. Совпало. Нострадамус предсказывал падение 7 холмов. Совпало. Фатима говорила о белоодетом епископе и великой скорби. Совпало. Монах из Тревиза предупреждал об отсутствии нового пастыря. Совпало. Современная реальность подтвердила упадок веры и морали. Совпадения были настолько многочисленны, что их уже невозможно было списать на случайность. Все, о чем шептались веками, начало сбываться открыто, на глазах у миллионов. И теперь вопрос стоял не о спасении церкви, а о спасении самого человечества. Пока весь мир скорбел о смерти Папы Франциска, в тайных коридорах Ватикана царила паника. Но причина была вовсе не в скорби. Страх парализовал древние стены апостольского дворца. Ибо с уходом папы раскрылся секрет, который берегли веками — тайный договор между церковью и силами этого мира. Происхождение договора история начинается в эпоху Средневековья, в моменты, когда католическая церковь столкнулась с угрозами, которые могли уничтожить ее власть. Тогда, чтобы сохранить позиции, были заключены тайные соглашения с могущественными мирскими правителями. Суть была проста. Церковь сохраняет внешнюю святую оболочку, в обмен на уступки и молчание в вопросах истинной веры. Этот договор позволил католической церкви пережить эпидемии, революции, политические перевороты и технологические взрывы. Он позволил сохранить великолепные соборы, ритуалы, структуры власти. Но цена была ужасной. Истинное духовное послание Христа начало размываться. На его месте росла политика, власть, компромиссы.
Срок действия, по словам самих ватиканских историков, договор был рассчитан на несколько веков с гибкими условиями продления. Но последнее продление должно было истечь в эпоху понтификата Папы Франциска. Именно тогда, когда моральная основа мира начнет рассыпаться, а сами основы религиозной власти будут подорваны. Франциск знал об этом. Он упоминал об истечении договора в своих личных письмах, найденных после его смерти. Наступит день, когда защитные стены падут. И тогда истина, которую скрывали ради мира, станет тяжестью на плечах тех, кто еще верит. Страх внутри Ватикана, когда здоровье папы стало ухудшаться. Внутри Святого Престола началась тихая паника. Высшие кардиналы понимали, если Франциск решит раскрыть всю правду публично, рухнет не только их власть, рухнет сам порядок, удерживаемый веками. По данным источников, близких к внутренним кругам Ватикана, в последние месяцы были проведены тайные собрания. На них обсуждали, как не допустить утечки информации. Рассматривались сценарии задержек публикаций, контроля над документами и даже создания альтернативных версий событий. Но Франциск оказался быстрее. Он передал копии Кронфишера Ультима доверенным лицам за пределами Ватикана. Он оставил зашифрованные послания в независимых архивах. Он понимал, после его смерти правда выйдет наружу, какой бы ценой это ни обошлось. Что скрывали? Из обнародованных после смерти документов стало ясно. Церковь долгие годы знала о постепенном падении веры. Она осознанно шла на компромиссы ради сохранения политического влияния. Она замалчивала внутренние кризисы, чтобы не потерять власть в глазах мирян. И главное, церковь прекрасно понимала, что наступит момент, когда компромиссы больше не смогут сдерживать разрушение. Этот момент наступил. Последние попытки замолчать истину после смерти Франциска началась борьба. Одни кардиналы хотели стереть все следы Кронфишера Ультима, другие требовали опубликовать правду, чтобы спасти хотя бы остатки доверия. Но сопротивление было огромным. Планы по полному контролю информации были сорваны только благодаря утечке данных в независимые СМИ. Материалы всплыли в сети быстрее, чем Ватикан успел среагировать. Факты, которые стали известны. Франциск подтверждал конец договора и предсказывал падение власти Святого Престола. Он осознанно отказался от борьбы за сохранение внешней оболочки власти, понимая, что это уже невозможно. Он оставил призыв верующим оставаться верными истине, а не структурам. В своих последних словах он писал: «Когда рушится великое здание, спастись можно не среди камней. Спасение в чистоте сердца, в вере, которой не нужны стены». Официальная позиция: Ватикан официально признал смерть Папы Франциска в мире и молитве. Никаких упоминаний о Кронфишера Ультима, пророчествах или истечении договора в официальных заявлениях не было. Но истина уже вышла за пределы стен. Верующие по всему миру начали задаваться вопросами. Почему церковь молчала так долго? Почему предсказания сбываются одно за другим? И главное, что делать теперь, когда старый мир рушится? Поворотный момент истории: смерть Франциска и раскрытие тайных документов стали не просто шоком. Это был знак. Вековые соглашения больше не действуют. Фасады трещат. Пришло время вернуться к истоку, к вере без политики, без власти, без страха. Но большинство оказалось не готово. И мир вступил в эпоху, которую пророки называли временем великого заблуждения и скорби. Когда Папа Франциск ушел из жизни, человечество оказалось на пороге великого неизвестного. Тайны, раскрытые после его смерти, не просто шокировали, они изменили саму ткань реальности для миллионов верующих. Оказалось, что все, что веками воспринималось как непоколебимое, стояло на глиняных ногах. И теперь, когда последняя опора разрушилась, возник главный вопрос: что будет дальше? Начало великого распада-раскол, предсказанный Папой и древними пророчествами, начался незамедлительно. Католическая церковь разделилась на несколько лагерей. Одни настаивали на выборе нового папы любой ценой,
чтобы сохранить хотя бы иллюзию преемственности. Другие требовали кардинальной реформы, упразднения папского института, возвращения к апостольской модели Первой Церкви. Третьи открыто заявляли о необходимости создать новую церковь, объединенную с современными идеологиями, чтобы идти в ногу со временем. Мир увидел то, о чем предупреждали мистики: разделение, внутреннее предательство, духовную анархию. Но еще более страшным стало то, что на фоне распада начался массовый духовный вакуум. Люди, потерявшие ориентиры, начали искать замену в культах, мистических движениях, ложных религиях. На месте рухнувших храмов начали расти алтари новых богов, богов комфорта, силы, денег и лжи. Признаки начала скорби по записям, оставленным Франциском в Кронфишера Ультима. После ухода последнего истинного пастыря должны были начаться 7 этапов великой скорби. И первые знаки стали очевидны: рост насилия и конфликтов на религиозной почве. Массовые природные катастрофы, которые уже нельзя было списать на случайность. Финансовые кризисы, разрушающие остатки мировой экономики. Крах международных организаций, неспособных удержать глобальный порядок. Рост тоталитарных движений под видом обновления человечества. Массовое обольщение через ложных учителей и лжепророков. Стремительное падение нравственности и святости. Франциск писал: «Когда упадет пастырь, волки выйдут из леса. Они не будут скрываться. Они воздвигнут свои флаги там, где некогда стояли кресты». И эти слова начали обретать плоть. Апокалипсис или очищение. Не все, однако, видели в происходящем только конец. Некоторые богословы напоминали: апокалипсис в переводе с греческого означает не уничтожение, а открытие, раскрытие истины. Может быть, рушится не вера сама по себе, а лишь ее искаженные формы. Может быть, смерть Франциска — это не окончательная гибель церкви, а лишь конец эпохи лжи и компромиссов. И начало очищения. Франциск в своих последних письмах тоже намекал на надежду. Должно быть падение, чтобы произошло пробуждение. Должна быть ночь, чтобы родился рассвет. Верные малые останутся. И из их веры будет воздвигнут новый храм, не руками построенный. Эти строки стали знамением для тех, кто не хотел поддаться отчаянию. Последнее предупреждение, финальное послание Франциска, обнаруженное среди его бумаг, начиналось с 3 простых слов: «Бодрствуйте и молитесь». Он призывал верующих не искать спасения в старых структурах, не следовать за лжеучителями, обещающими легкий путь, не бояться испытаний, ибо они очищают душу. Он писал: «Когда земля содрогнется, стройте дом не из камня, но из веры. Когда свет погаснет в великих городах, зажигайте лампы в своих сердцах. Когда услышите о новых пастырях, не спешите идти за ними. Слушайте голос истины, тихий, как шепот ветра в пустыне». Что ждет мир? Ответное тотво остается открытым. Впереди время испытаний. Время, когда вера будет стоить дороже золота. Время, когда каждый человек должен будет сделать выбор: остаться верным истине или раствориться в лжи. Смерть папы Франциска стала последней дверью, за которой началась новая глава мировой истории. И теперь человечество стоит перед величайшим рубежом: погибнуть в великой скорби или родиться заново через боль и веру. После смерти папы Франциска, последнего пастыря, мир перешел в новую фазу, предсказанную пророками, святыми и самыми древними мистическими традициями. Тишина, наступившая в первые дни после его ухода, была обманчива. В самой ее сердцевине уже зрела буря, которая должна была захлестнуть все человечество. Франциск предупреждал о 7 волнах скорби, которые начнутся сразу после падения последней опоры. И теперь знаки были повсюду, очевидные для тех, кто имел глаза, чтобы видеть. Волна первая. Духовное запустение. Почти сразу после смерти папы начался массовый отток верующих из храмов.
Церкви в Европе и Америке пустели быстрее, чем когда-либо за последние столетия. Люди теряли доверие к институту веры, но не находили утешения нигде. Вместо истины воцарилась пустота. Франциск в своих последних письмах писал: «Когда пастыря не будет, стадо рассеется. Овцы забудут дорогу к дому, и волки начнут свою жатву». Именно это происходило. Волна вторая. Ложные пастыри. На фоне кризиса веры по всему миру начали появляться новые учителя, мессии, пророки. Они предлагали легкие ответы, обещая спасение без жертвы, без покаяния, без веры в Бога. И миллионы бросились к ним, как голодные крошкам на грязной земле. Это был не просто рост сект, это было начало духовной войны за каждую душу. Волна третья. Войны и раздоры. Практически синхронно вспыхнули новые конфликты на религиозной, этнической, политической почве. Там, где еще вчера был шаткий мир, разразилась ненависть. И казалось, что страны сами стремились в пламя, ослепленные гневом. Нострадамус писал о времени, когда 7 огней загорятся одновременно, и теперь 7 крупнейших регионов мира были втянуты в хаос почти одновременно. Волна четвертая. Катастрофы природы, землетрясения, ураганы, наводнения и пожары обрушились на планету с небывалой силой. Ученые разводили руками. Частота и мощность катаклизмов не укладывались ни в одну известную модель. Когда треснет земля, когда вода сметет стены, когда огонь поглотит леса, знай, великая печать снята. Гласило старое пророчество, найденное в забытых архивах Ватикана. И теперь оно оживало. Волна пятая. Крах систем: банки, корпорации, правительства, структуры, казавшиеся вечными, трещали по швам. Мир входил в новую эпоху хаоса, где старые правила переставали работать. Падали биржи, рушились альянсы, разрушались договоры. Франциск предвидел это, когда здание построено на песке, первая волна унесет его в бездну. Волна шестая. Восстание против истины. Все чаще по всему миру начали происходить акты прямого богохульства, глумление над священными символами, осмеяние самой идеи добра и зла. Школы, медиа, даже религиозные учреждения стали продвигать идеологии, противоречащие учению Христа. Истина стала неудобной. Добродетель – глупой. Вера – опасной. Мир, казалось, с восторгом шел в саморазрушение. Волна седьмая. Молчание праведников. Но самым страшным был не гнев безбожников. Самым страшным было молчание тех, кто знал правду, но боялся говорить. Священники, лидеры, богословы, испуганные масштабом падения, предпочитали молчать, надеясь уцелеть. Франциск писал: «В день великой тьмы светильники должны гореть ярче. Но многие погаснут сами, страшась собственной тени». И действительно, в час самого большого испытания многие избранные упали. Последнее предупреждение папы Франциска в последних строках Кронфишера Ультима папа оставил слова, которые теперь звучали как завещание всей эпохи: «Вам не дадут знамен. Вам не дадут трубных звуков. Ваша битва будет тиха. Но она будет решать все. Каждое сердце станет ареной. Каждый выбор — ударом меча. И только верные дойдут до конца». Он знал, что последние времена будут не эпической битвой армии света против армии тьмы. Это будет невидимая война за каждую душу. Война, где каждый человек станет сам себе стражем и воином. Что ждет дальше? Финал еще не написан. Мир входит в темную ночь. Но даже в самой глубокой тьме возможен рассвет. Те, кто останутся верными истине, станут теми, кто положит начало новой эпохи, эпохи очищения, веры, подлинного света. Но путь будет тяжелым. И никто не пройдет его без борьбы. Франциск знал это. Он ушел, оставив последние слова: «Бодрствуйте. Молитесь. Не предавайте. И когда ночь закончится, вы увидите зарю, о которой мечтали святые».